Привет, друзья! Снова я снимаю свое видео для всех любителей винтажной переносной аудиотехники. Хочу сразу сказать спасибо всем, кто поддержал мое начинание в этом плане после прошлого видео. Это очень помогает и мотивирует на съемки дальнейшие. И все ваши замечания я стараюсь учитывать. С одним только тяжело свои мысли излагать очень коротко, если их очень много. А на такие вещи, как постараться не трясти камеру, поверьте, это очень просто исправить. В настоящий момент я не хотел бы тоже снимать статичные видео, вот примерно такую картинку, как вы сейчас видите. Почему? Потому что магнитофоны такие вещи, которые надо рассматривать достаточно близко. И те узлы, про которые рассказываю, я буду подносить и показывать близко, потому уж если немножко будет трястись камера, вы уж извините и потерпите. И я сегодня представляю, это новый очень интересный аппарат из Германии. Правда, на нем написано, что он сделан в Бельгии. Вот такое вот интересное происхождение у него. Это Grundig RR2000. А что касается этого аппарата, он выпущен был примерно в 1982 году. Стоил где-то $245. Был у него еще старший брат Grundig RR3000, который отличался от него только тем, что у него было soft-touch управление кассетной декой. В нашем же случае это полностью механическое управление, как любят его в народе называть, зубастое управление. И мы посмотрим это сегодня, все попробуем, понажимать кнопочки и так далее. Что интересно, в основном в большинстве этот аппарат Grundig RR2000 в интернете встречается на фотографиях вот в таком исполнении. То есть он светлый и с такими вот грилями. Я не знаю, почему это связано. Допустим, 3000 аппарат я видел всегда вот в таком исполнении. И почему они делали и такой, совершенно такой разный дизайн? Ну, по мне, так честно сказать, этот лучше выглядит. Мало того, как все немецкие аппараты того времени, европейские, наверное, аппараты того времени, мода была такая, конец 70-х, 80-х, красить их в коричневый цвет, такой шоколадный цвет. Наш аппарат именно такой шоколадный, я уже видел это и в Телефункине, к примеру, и в других Грюндике такие видел. Надеюсь, они попадут к нам на обзор. А вообще, я немножко, если отойти от сейчас темы, я обещал, кстати, снимать в основном ролики, которые сравнивают один аппарат с другим. Но, скажу честно, это сложновато оказалось, потому что сложно найти настоящих конкурентов аппаратам, два аппарата, которые действительно в хорошем состоянии и конкурирующие. Я буду стараться, обещаю, придерживаться этой концепции, но если есть вот такие аппараты интересные, которые попадают мне, будем говорить, на несколько дней, и нету времени подыскать ему пару, я буду снимать их отдельно. Этот аппарат, кстати, очень небольшой. Он, чтобы вы поняли, динамики здесь примерно сантиметров 12. Вот я кассету покажу вам. Смотрите, вот кассету, видите? Примерно сантиметров 12. И он с толщиной всего лишь 10 сантиметров. Казалось бы, что он может такого сделать особенного? Но поверьте, звук этого аппарата меня поразил. Я бы его, наверное, на тест не взял сюда, но когда я услышал его, у него достаточно породистый басовитый звук. Такой, знаете, немецкий, наверное. Немецкий, все мы с Телефункиным сравниваем, но не Телефункин, но породистый. Но, по крайней мере, вот стоит здесь 575-й Sharp, всем известный. Поверьте, в его 16-сантиметровые динамики дают басов меньше, чем эти 12-сантиметровые. Убедился на личном опыте.
Самое интересное, вспоминал, где я первый раз в жизни услышал Грюндик, и вспомнил, что в детстве слышал песню Владимира Высоцкого, которая называлась «Письмо в редакцию передачи «Очевидно невероятно», если не ошибаюсь, так оно правильно называлось. И там были такие слова: «Вон дантист-надомник Рудик, у него приемник Грюндик, он его ночами крутит, ловит контра ФРГ». Наверное, для нынешней молодежи так вообще непонятные слова, кроме приемника, что он его крутит по ночам. Больше ничего не понятно. Кто такой дантист, а тем более надомник, а имя Рудик, для чего крутить приемник, точно не поймет. Но это я уже от темы отклонился. Что касается, в принципе, грюндиков и немецкой аппаратуры, я скажу, что вот попадая они ко мне в руках, я вижу, что это вещь, сделанная в другой концепции, чем японские аппараты, к которым мы привыкли. Это, знаете, чаще всего Mercedes против Toyota, и Mercedes с не очень большим пакетом функций. Вот этот аппарат, будем говорить, это Mercedes, наверное, C-класса, небольшой. Но, поверьте, это Mercedes. Материалы тоже очень приятные. Тут сверху такая алюминиевая вставочка, выдавлена надпись «Грюндик». Видите, да? Ручка с металлическими креплениями. Достаточно длинная антенна. И хром, вы видите, ручки металлические, хром здесь присутствует, очень неплохо смотрится в этом коричневом цвете эти аппараты. Ну что ж, я бы хотел, как обычно, сначала посмотреть приемник, лентопротяжный механизм, коснуться, посмотреть сзади этот аппарат и, конечно, немножко послушать. Много нам YouTube не разрешает слушать, банит наши видео за чужую музыку. Пытаюсь найти какую-то нейтральную музыку все время, в надежде, что YouTube нас банить не будет. С радио, извините, это сложновато. Ну что, включим. Включается он вот таким образом. Приемник очень хорошей чувствительности. Очень хорошей чувствительности. Давайте будем рассматривать его ближе. Видите, как равномерно подсвечены, при том, что лампочки, его оригинальные классические 82 года лампочки накаливания. Достаточно хорошо он ловит станции. Его, наверное, самая большая фишка для 82 года, что у него есть фиксированные настройки. Вы видите, 6 фиксированных настроек для FM-станций. Сзади сами ручечки настройки мы потом увидим. И можно зафиксировать каждую настроечку и включать уже, как сейчас в современных автомобильных в основном магнитолах. Также для настройки основной есть стрелочка, где можно настроить хороший прием. Видите, вот эта станция только до 6, а вот это, видите, почти до 10. То есть мы можем понять, что эта станция намного лучше прием. Интересно, что для самих настроек, честно скажу, до конца не разобрался, есть еще дополнительная точная настройка. Вот так это выглядит. Вы видите, стрелочки, которые показывают, в какую сторону надо настраивать. Очень чувствуется, что Грюндик это в первую очередь приемник. И что приемники у них всегда будут лучше. И лентопротяжной части уделяли намного меньше внимания. Зашел на современный сайт Грюндика, посмотрел, у них сейчас приемники уже с интернет-радио, достаточно интересные, красивые аппараты. Компания, кстати, переходила из рук в руки последние десятилетия. Сначала было у Philips, потом турецкие компании выкупили ее акции. В настоящий момент, насколько я понимаю, могу ошибаться, они так и остаются под турецким иго, но выпускают, в том числе в Германии, аппарат. Этот, как я уже рассказал, вообще выпущен, что интересно, в Бельгии. Ну, это, в принципе,
Первый раз я вижу бельгийский аппарат, честно говоря, в руках. Динамики здесь небольшие, как я уже говорил, пищалочки 5-сантиметровые и где-то 12-сантиметровые основные динамики. Звук, конечно, очень приятный и басовитый. Вот, не будем много видео, здесь нас и забанят. Здесь можно также выключить подсветочку, если она нам не нужна, или мы пользуемся батарейками, посмотреть зарядку батареи. Моно-стерео, расширение стерео. А в этой части у нас именно лентопротяжный механизм. Почему вот в этой части, расскажу интересно. Человек, который делал профилактику, сказал, что очень мудреный лентопротяжный механизм. К примеру, для чего-то, он говорит, я не понимаю, для чего было сделано привод счетчика идет от шестерни с этой стороны. Ну, казалось бы, ну, разместили бы счетчик с этой стороны, и все бы это решило рядышком с приводом. Так нет, они сюда поверху пускают над лентопротяжкой пасик, чтобы питать, крутить счетчик с обратной стороны. Но я так думаю, этому одному объяснению, то, что слева у них радио, справа у них магнитофон. Ну, давайте послушаем его наконец-то. Вот так он открывается. Ставим кассету. Что интересно, в немецких магнитофонах мне нравится не play, а start написано. Давайте стартуем. Достаточно туго нажимается кнопочка. Скажу, очень кнопочка. Чувствуете, какие басы? Нет, он нормально играет. Это я подобрал вам такую кассету. В принципе, функций никаких, конечно, поисков нету. Правда, есть подмоточка. Вот можно промотать со звуком. Все, что можно сделать. Кнопки достаточно туго нажимаются, и, знаете, даже силу надо прилагать какую-то. Ну, я со временем привыкаю, считаю, что это нормально. Ну, только недавно про Телефункина рассказывали. Такая же вещь, только здесь еще и кнопочки маленькие. Честно говоря, там можно хоть двумя пальцами нажать, здесь одним. Вот, в принципе, все функции лентопротяжки. Давайте посмотрим, что с обратной стороны. Извините, не показал типы пленки, феррум и хром. И когда две сразу кнопки нажимаешь, феррум, хром. Вот такая вот интересная штуковина. Так, ну что же у нас с обратной стороны? С обратной стороны, в принципе, все достаточно просто. Сейчас попробуем камеру поставить снова. Достаточно просто, но интересно. Здесь, естественно, батареечки. А вот здесь есть еще один отсек, открывается. И, ну, в интернете почитал, люди говорят, это для провода. Ну, как бы для сетевого провода места так маловато, честно говоря. Можно, конечно, впихнуть, как-то, но не очень-то. Ну, для провода записи, к примеру, если это перезаписываемый провод для перезаписи на другие аппараты, вполне можно положить. Пока я больше не понимаю, для чего такое может быть. Стандартные, кстати, наушники уже, разъемы, как у японцев. При этом диновский разъем для входа-выхода, подключение антенны, настройки фиксированных настроек. Вот такая тавтология. Настройки фиксированных настроек. Для записи с радио, изменение чувствительности радиоприемника. Да и в принципе все, здесь больше нету. Вы спросите, а где же бирочка, где мы привыкли с названием самого аппарата и его моделью, серийным номером. Если сейчас получится, я вам покажу, она вот где. Вот она где. Видите? Грюндик. И написано, что сделано для Грюндика в Бельгии.
Вот такой вот интересный аппарат. Если есть у вас замечания какие-то, буду очень рад получать, читать, исправляться, чтобы вам это было интересно еще, чтобы это вам было просматривать значительно интереснее эти какие-то пожелания и тому подобное. Пишите в комментариях. Спасибо. Стараюсь в этот раз кратко, быстро и удивлять вас новыми интересными нестандартными аппаратами. Спасибо, все. До свидания, друзья.